Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». И в сегодняшнем нашем видеоуроке мы немножко отойдем от привычной темы украшений, девчачьих бантиков, ободков, брошек. А коснемся мы домашнего декора к празднику Пасхи. Безусловно, Пасха – это самый светлый праздник во всем христианстве. И сегодня сделаем декор, которым вы сможете украсить различные цветочные композиции из искусственных цветов или украсить куличи этими украшениями, оформить в общем и целом праздничный пасхальный стол. И воспользуемся мы для этого мягким, приятным на ощупь материалом фетром. И также к фетру подходит очень тоже хорошо с ним сочетаются разноцветные помпончики. И вот скажите, с праздником Пасхи у нас, у российских граждан, конечно, ассоциируются яйца крашеные, куличи. А вот с Запада к нам пришла традиция изображать на пасхальном столе пасхального кролика. Детишки Европы и Америки верят в легенду, наподобие Деда Мороза, что вот в пасхальное утро они должны найти гнездо, куда кролик пасхальный прячет разноцветные шоколадные яйца. И весь год родители им напоминают, что только послушным, хорошим детишкам волшебный кролик принесет угощение. И поэтому очень часто сейчас используют кролика для украшения пасхального стола. Не стала и я игнорировать эту тему. И вот хочу представить вашему вниманию вот такой классный пасхальный декор. Вот такие вот колышки, деревянные шпажки мы используем для шашлыков, которые можно найти в любом большом магазине, для того, чтобы помещать вот эти украшения либо в праздничный кулич, в цветочную композицию, также в горшки с комнатными растениями, куда вы захотите. Вот такие вот я не смогла остановиться и сделала различные разноцветные пасхальные яички и вот такого жизнерадостного кролика. Все материалы, использованные в моей работе, будут в перечне материалов в инфобоксе под данным видео. А мы с вами начнем наш видеоурок. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки, буду рада новым друзьям. Давайте начнем наш урок. Итак, друзья, для изготовления нашего пасхального декора нам понадобятся шаблоны пасхального кролика, яйца. И вот шаблоны уже у нас готовы на листочке формата А4. Эти шаблоны вы можете скачать в инфобоксе по ссылке под этим видео. Кроме шаблонов, собственно, нам понадобится еще и фетр 3-4 оттенков. Вполне достаточно для изготовления нашего декора. Фетр может быть как мягкий, так и жесткий. Такой вот он тоненький. Шаблоны я уже вырезала. Кроме фетра понадобятся нам еще разноцветные вот такие вот помпончики. Лучше, если они будут разного размера. Самый маленький помпончик у меня 1 сантиметр. Побольше 2,5. Даже есть помпончики 3 сантиметра. Ими мы будем декорировать наши пасхальные яички и пасхального кролика. Так как наш декор будет крепиться на вот такие вот палочки, это деревянные шпажки для шашлыков. Их можно в готовом виде, вот так вот будет выглядеть примерно изделие. Их можно будет крепить на пасхальный кулич, либо в горшки с комнатными цветами декорировать и составлять другие различные цветочные композиции. Итак, для кролика я вырезала фигуру из плотного картона, чтобы он был крепкий. Затем вот из цветного картона, это будет у меня изнанка кролика. И для лицевой стороны я вырежу еще одного кролика из фетра. Для этого я воспользуюсь исчезающим маркером. Вот зайка у меня готов, и теперь я вырежу
еще один шаблон, пасхальное яичко. Оно же у нас будет использоваться вот как брюшко зайчика. Из другого цвета, какого-нибудь контрастного цвета. Хочется розовый. Полный перечень материалов вы найдете в инфобоксе под данным видео. Итак, приступим к составлению нашего зайчика. Вот у меня 3 готовых шаблона. Картон, фетр и плотный картон, гофрокартон для стойкости конструкции. Также беру шпажку. Тем временем у меня уже разогрет термоклей. Вот с изнанки мы будем крепить нашу палочку примерно вот таким образом. Сверху закроем красивым таким нарядным глянцевым, такой с перламутровым отблеском у меня картон. Друзья, вот таким вот образом будет выглядеть изнанка нашего зайчика. Сейчас мы сделаем лицевую сторону. Для этого к картонной основе мы приклеим зайчика из фетра. И затем будем его декорировать. Такое розовое брюшко мне захотелось сделать у зайки. И, возможно, из отрезков фетра я сделаю ему внутреннюю часть уша. Делаю произвольно на глаз. Таким вот образом. Не обязательно, чтобы они были одинаковые. И приклеим термопистолетом. А следующий этап нашей работы — это будет декорирование нашего зайчика вот такими яркими разноцветными помпончиками. Пасхальные яички мы тоже будем декорировать помпонами. Вот так вот примерно будет выглядеть готовое изделие. Поэтому для того, чтобы хорошо одно с другим сочеталось, тоже зайку украшу помпончиками. И здесь нет какой-то четкой рекомендации. Я буду хаотично украшать вот таким вот образом разноцветными цветами брюшко и ушки нашего зайчика. А дальше идет творческая работа. Вы примеряете, как вам нравится, как лучше будет смотреться, какие помпончики куда прикреплять. Это дело вашего вкуса, вашего ощущения прекрасного. Вообще работа очень классная, очень интересная. Можно приобщать деток к такой работе. Главное быть аккуратным с клеевым пистолетом, чтобы детеныш не обжег, не дай бог, себе ручки. Можно сделать глазки нашему кролику, носик. Можно оставить его просто таким обобщенным декором, без личика, да?
Я решила оставить помпончики таким образом. Можно было все заклеить. Тут каждый решает, как ему нравится. Помпончики у меня остались еще для украшения пасхальных яичек. А пока вот из пришивной стразы такой сделаю глазик нашему кролику. Воспользуюсь клеем для страз B6. Вот мы приклеили глазик, и теперь из вот такой вот ленточки шириной 2,5 сантиметра я сделала обычный бантик и хочу прикрепить наши зайчихи. Можно сделать поменьше лапки бантика. Обязательно приплавляем огнем, чтобы ленточка не полезла. И прикрепляем на термоклей красивый бантик нашей крольчихи замечательной. Вот такая вот пасхальная девочка-кролик у нас получилась. Теперь займемся пасхальными яичками. Две части у нас для яйца. Из фетра нужно вырезать шаблон самого яйца и такая имитация, вот такая вот деталь, имитация такой глазури и посыпки. Как будто наши яички, они такие куличики пасхальные. Я вот уже приготовила все составляющие. Шаблон из картона, изнанка яичка. Это фетр, лицевая часть, наша глазурь, разноцветная посыпка из помпончиков разноцветных. И также я захотела придать такой рисуночек, мой любимый мелкий горошек. И для этого мы можем проложить наше яичко фатином в белую мушку. Тогда оно у нас станет в горошек. Таким вот образом. Далее для яичка буду использовать ленту в клеточку вот такой шириной 1,5 сантиметра. Вот такую вот отделочную ленту красивую. Для бантика можно избирать абсолютно вот эта лента 3,5 сантиметра, либо тесьму красивую, все, что у вас окажется под рукой подходящее. Вот кружевные элементы для серединки бантика могут подойти. Вот такие вот красивые цветочки есть, тоже продаются они метражом, как тесьма. И, конечно же, шпажка. Итак, приступим к изготовлению нашего пасхального яичка. Так, находим серединку, ставим полоску клея и прикрепляем нашу шпажку. Так, 2 слоя мы склеили у нашего яичка. Теперь, чтобы придать фактуру яичка в горошек, я использую фатин в белую мушку. Аккуратно накладываем, фиксируем фатин на капельки термоклея и лишнее просто срежем ножницами. Обязательно приобщайте к такой работе деток. Ничего сложного здесь нет. Ребенок 6 лет, даже 5 лет, можно ему делегировать какие-либо части работы. И когда он увидит результат своей работы, он будет очень счастлив. Так, приклеиваем теперь нашу глазурь прекрасную желтую.
приклеим разноцветные помпончики. А теперь я беру кружевной элемент, вырезаю один цветочек и буду делать основание нашего яичка. Можно декорировать изделие как угодно. Можно использовать кружевную тесьму, сделать посерединке полоску из кружева. Вот таким вот образом. Ну и, наконец, займемся бантиком. Бантик я буду шить. Значит, я беру небольшой отрезок ленточки пошире, которая у меня, нижний бантик шириной 3,5 сантиметра, и сшиваю обычный бантик, нахожу серединку. Нижний бантик готов, и из вот такой прекрасной клетчатой ленточки сделаю верхний бантик. Такая вот восьмерочка здесь будет, и сейчас я прошью посерединке и соберу на нить. Закрепляем ниточку, и бантик готов. Крепим наш бантик к пасхальному яичку. Сначала нижний, затем сверху верхний бантик, нарядный. Приплавляем краешки ленты зажигалкой. Серединку бантика можно украшать различными декоративными элементами, божьими коровками, цветочками, стразами. У меня есть вот такой цветочек. Воспользуюсь им. Вот такими вот яичками, во главе которых такой пасхальный нарядный кролик. Друзья, наш урок подошел к концу. Спасибо, что посмотрели, за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравился мой видеоурок. Ставьте лайки, делитесь данным видео со своими друзьями в соцсетях. И до новых творческих встреч. Пока-пока.